Всем привет! Добро пожаловать обратно в челлендж «Пекарня в наследство». И у нас сегодня финальная серия, у нас сезон финалов. Мы закрываем, точнее, я закрываю челленджи, потому что они подходят к концу. Мы уже закончили все, мы открыли все двери. Мы сейчас сделаем финальный ремонт, а также у нас будет праздник зимы, значит, мы нарядим елочку, приготовим вкусности и так далее. Я думаю, кого-нибудь пригласим. В общем, наши девочки сегодня заканчивают. Мы закрываем это все дело, потому что на самом деле пекарня прекрасно работает. У нас все замечательно. Она приносит очень большие деньги. Сейчас прям фантастические. Мы на этом вулкане подняли просто гигантский бюджет, честно признаюсь. Сейчас вы увидите, сколько они за это время заработали. То есть я еще продавала эти растения. То есть мы там урожай много-много раз продали. Потому что я без вас, в общем, примерно недельку поработала. Вот, мы практически не закрывали пекарню, мы только успевали этот вулкан готовить, и нас его еще покупали. В общем, практически весь раскупили. В итоге девочки заработали очень много. Зоя и Катарина, они прям поработали. Вот. И, получается, мы пекарню подняли, ремонт мы сейчас заделаем, но мы открыли все двери. И я считаю, нет никаких оснований не закончить этот челлендж и перейти на следующий. Сейчас мы посмотрим. Я их специально, видите, выгнала на улицу, на мороз, ну пусть немножечко постоят вместе с собачкой, для того, чтобы спокойно заниматься ремонтом. Еще у нас, кстати, здесь, по-моему, практически пусто. Мы уже так распродали все, пораспродавали. Вот. Надо здесь немножко еще тоже добавить, немножко переделать кухню. Здесь у нас еще тоже немножечко надо доделать. И здесь коридорчик. Ну, я думаю, что мы справимся. Самое главное, что мы вот эти комнаты сегодня откроем, потому что у нас логику мы прокачали, точнее, наша Зоя прокачала. Где? Сейчас я вам покажу. Вот логика 5, механика 6. Ну, короче, все, что нужно, мы прокачали. Но перед этим, пока я не забыла, мы за все про все должны заплатить много денег. А именно у нас, получается, 3 коридора неоплаченных, гостиная, спальня и кабинет. Всего получилось 2500. И нам нужно, получается, 2500. У нас должно получиться... Сколько у нас должно? 4179. Вот, 2500. Отлично. Все, мы заплатили за все. У нас есть все необходимые навыки. У нас уже практически все 5, 5, 6. Вышивание крестиком только 3. Оно нам не нужно, на самом деле. Вот. И я вам обещала показать. Вот, 51 тысяча. Вы представляете, как они поработали? Давайте все скинем туда. В этот общий котел 3000. Еще скину. Так, нет, сюда, вот сюда перевести. Все. 54 тысячи. Я надеюсь, нам этого хватит для того, чтобы закончить здесь. В общем, немножечко надо украсить. Я думаю, что, если что, мы подключим отладку. Для декора, я думаю, что на самом деле я это точно сделаю. Вот внешнюю штуку надо как-то немножко именно сделать улицу такую, как мне кажется. Тут, конечно, тоже есть улица, но мы сделаем свою улицу, улицу на улице. Вот. А еще я перейду в режим изменения города, чтобы снег ушел, потому что под снегом, конечно, невозможно здесь ничего будет сделать. Ну, как бы будет не так, будет не видно, будет неудобно, так что вы не удивляйтесь, потому что сейчас мы перейдем в режим строительства. И закончим наше строительство, закончим наш ремонт. Вот таким вот домик вы помните сейчас. Ну, внешне он не особо поменяется, но какие-то изменения все-таки у нас будут. Но запоминайте, и сейчас мы переходим в строительство финальное. Мне так волнительно, если честно. Я все равно прикипела душой к этому челленджу, к этим персонажам. Тем более, что они у меня уже во 2-м поколении. И для меня они много чего значат, но нужно вовремя прощаться. Я считаю, это очень важный и ценный навык. И как раз-таки мы этим и займемся.
Ну что ж, самый волнительный для меня ремонт закончен. Честно, я почему-то настолько сильно волновалась, как никогда. Мне казалось, что нужно прям все сделать идеально, классно, замечательно. Плюс я переживала, что у меня не хватит денег, банально, потому что денег вроде бы было много, но у нас большое здание, и много чего нужно было сделать, и много комнат нужно было дооформить. В общем, было много нюансов, и ну, в общем, я нервничала, но я надеюсь, что я с этим справилась. И за счет того, что я ремонтировала ну, в общем, из города заходила для того, чтобы у нас не было снега, теперь мы можем наконец-то посмотреть, как это зимой будет выглядеть. И сейчас мы посмотрим ремонт и пойдем украшать елочку. Я купила елочку неукрашенную наконец-то. Я все время ее теряю, я никогда не могу ее найти, для того, чтобы мои симы все-таки создали сами свой праздник. А в этот раз я все-таки ее нашла. Итак, вот у нас экстерьер. Мне интересно, почему вот эта травка, она не покрылась снегом? Интересно, прямо интересно, вот это все покрылось. А еще эти фонари не светят, к сожалению. И мне немножко непонятно почему, но обидно, досадно, ну ладно. А еще мне интересно, почему на крыльце у нас снег, если у нас типа там крыша, а все в снегу, но в принципе выглядит симпатично. Вот этот венок я его раньше не замечала, вы представляете? Никогда я его не замечала, я до этого вешала другие немножко венки, но он такой потрясающий, он мне так нравится, он прям идеальный, вот идеальный рождественский венок, это он просто. Так, давайте еще посмотрим. Вот тут вот эти вот деревца, но они мне понравились. Что-то в них есть такое. Я их сделала вот такими вот одинаковыми. Сейчас мы... Так, вот так надо сделать, потому что я не могу развернуться. А здесь у нас фонтан. Я думала, что-то прям грандиозное здесь построить, но в итоге нет. Не построила ничего грандиозного. Тут цветочки вообще должны быть. Ну, когда будет весна, будут цветочки. Запихнула сюда наших птичек, чтобы они никому не мешали. Ну, в общем, задекорировала. И фонтанчик здесь поставила. Мне кажется, ну, так простенько и со вкусом получилось. Вот. Здесь немножечко лавочек. Оставила нашу теплицу, как она есть. Ну, в принципе, никому не мешает, мне кажется. Баннер поставила, повесила, точнее. Не знаю зачем, но мне кажется, она немножко разнообразживает, зывает. В общем, вы поняли. Вот. И убрала отсюда мусорки, которые меня расстраивали, но они нам нужны были вначале. И вот здесь, мне кажется, самое праздничное место получилось, потому что вот эти вот штуки с этими, как это называется, флажками. Вот. А еще у нас здесь автоматы. Типа, если вы не хотите заходить в пекарню, вы можете что тут? Какие-то напиточки купить, горячую еду, напитки. Что здесь? Купить всякую всячину. Отлично. Я люблю такие автоматы. Холодные закуски и прохладительные напитки. Вот. То, что напитков у нас нет. У нас есть только выпечка. В основном вулкан у нас есть. Поэтому вы можете что-то здесь купить. Мне кажется, очень даже удобненько. Даже типа общественная улица уже у нас получается. Я сделала кусочек типа общественной улицы, вот со всеми этими оградками. Ну, в общем, здесь тоже у нас деревца. Мне кажется, получилось неплохо. Не идеально, но неплохо. То есть можно было, конечно, получше, но я что-то как-то улицу оформлять практически не умею. Ну, вот как-то у меня, короче, не получается у меня. Так, во-первых, у нас призрак здесь оказывается. Так, давайте сразу закроем дверь, потому что для всех, кроме членов семьи. Потому что мы знаем этих товарищей чудесных и замечательных, которые рвутся в нашу пекарню. И, как вы помните, я говорила, что я хочу закрыть здесь это все дело, потому что все-таки, знаете, ну, симпатично заборчик смотрится, но недостаточно симпатично. Ну, как-то вот что-то немножечко не так, как мне кажется. В итоге я убрала, сделала здесь, ну, как бы, типа, можно наблюдать за тем, как готовится еда, но по факту короче, кофе не сделаешь. Я немножко забыла, что здесь эта штука. Ну ладно. Я добавила только эти книжные шкафы, и все, в принципе, потому что некуда уже было, иначе они не пройдут к холодильникам. Я хотела здесь лампы повесить, но тоже не повесишь, потому что у нас же здесь, получается, второй этаж, ну, то есть здесь пустота, здесь и так, типа, висит лампа, но она так, весьма условно. И, в принципе, второй этаж я, ну, короче, ничего с ним не сделала, потому что он и так был неплох. Вот надо было убрать, я не убрала.
Откуда они появляются? Мне все время кажется, что я их убрала, но нет. Здесь ванная красивая, классная на самом деле. Ну, как бы второй этаж я уже давно оформила. Я только первый немножечко дооформляла, и то так как бы что-то я тут крутила, вертела и ничего толком не смогла, потому что, ну, повторюсь, иначе будет неудобно подходить, и смысл от пекарни вообще пропадет. И зато я нашла вот эти вот картины. Я считаю, что они идеально вписываются. Тут, конечно, такой более классический завтрак, но мне кажется, они неплохо в заведении, где продается еда, вписались. Так вот, и здесь тоже ничего не поменяла, то есть я, в принципе, тут только стенку поставила, и как бы все. Так, первый этаж. Наконец-то, да, оформила коридорчик. Я тут с украшениями толком не поигралась, потому что, ну, было мало денег, откровенно. То есть я совсем чуть-чуть что-то поставила. Вот мы сейчас будем, кстати, украшать наш дом. Дальше на кухне я хотела что-то добавить, но совсем-совсем чуть-чуть, потому что на последние деньги все это делала. Но, в принципе, он и так хорошо выглядит. Столовая у нас была и так прекрасная, замечательная, мне кажется, вообще идеальная. Она выглядит потрясающе. Это самая моя любимая комната в итоге. Вот этот ковер и вот этот стол прекрасно сочетается с вот этой мебелью, не мебелью, а обоями. В общем, я люблю эту комнату. Повторюсь, она моя любимая в итоге получилась. Я не знаю почему. Так, второй этаж. Второй этаж. Вот я здесь чуть-чуть добавила таких рождественских украшений, мне кажется, очень даже в тему. И елочку поставила вместо стола, который у нас был. Я надеюсь, они сейчас смогут сюда зайти. Ну, сейчас, собственно говоря, проверим это дело. Поэтому немного декора добавила. Здесь ничего не добавляла, но все... картинки добавила. Вот, у нас теперь такая вот зеленая спальня нашей мамы, Катарины. Мы же решили, что Зоя пойдет на третий этаж, а мама все-таки на втором этаже, потому что на третий этаж тяжеловато подниматься пожилой женщине. Соответственно, она будет спать здесь у нас. Они теперь разъедутся наконец-то, то не спали в одной спальне, в одной кровати. Это все-таки как-то не очень. У каждого человека должно быть личное пространство. Это важно, чтобы у него был какой-то свой уголок, своя кровать и так далее. Соответственно, я расселила своих девочек. Ну, тоже немножко, мне кажется, не в попад, но что-то в этом есть. Не знаю, что-то как-то с этой комнатой у меня не сложились отношения, мне кажется. И она получилась немножко странная, но неплохая. Здесь я в ванной вообще ничего не меняла. Что-то сначала подумала, что надо бы поменять. Потом подумала, зачем? Уже же все есть. Соответственно, поднимаемся на третий этаж, который у нас был самый голенький, потому что там вообще ничего не было. Вот эта штука мне прям понравилась, как она выглядит. То есть вот эти украшения за стеклом, типа, мне кажется, в этом что-то есть такое оригинальное. Я прям супер-мега оригинальная. Вот, тут чуть-чуть совсем в коридорчике поставлена мебель, но коридорчик очень маленький, поэтому всего чуть-чуть. У нас здесь кабинет, он очень пустой, но в нем тоже что-то есть. Ну, как бы книжные шкафы, есть место для работы, много растений, и есть где посидеть, даже полежать и поспать можно, если сильно хочется. Вот, такой вот голубенько-синенький такой... То есть, в принципе, он пустоват, можно, конечно, было бы больше всего сюда запихать, но в целом, мне кажется, очень даже симпатично получилось. Мне эта комната тоже очень сильно нравится. И у нас спальня нашей Зои, вот такая вот очень девчачья розовая, но кровать я все-таки сделала такую сероватую. Ну, то есть только пол и стены у нас такие розоватые, ну и шторы. Ну и короче, куча всего розового, да, видимо. Немножко я перестаралась с розовым, но она получилась, в принципе, такая очень уютненькая, мягенькая. Мне кажется, здесь вот такой вот ковролинчик, на котором можно спокойно посидеть. И, в общем, ну, уютно получилось, несмотря ни на что. Опять немножко все разномастное, но, в принципе, мне нравится. И у нее здесь вот такая вот классная синяя ванна. Мне что-то зашло вот эта плитка, все пошло от этой плитки. Вот это голубо-серая она такая сложная. И все вот такое вот у нас серо-голубое, зеленоватое какое-то. В общем, очень круто, мне кажется, получилось. Вот эта ванная тоже очень крутая, как мне кажется. И все. Как видите, я закончила весь ремонт, 50 тысяч потратила на это дело и все закончила. И мне кажется, я все-таки справилась. Так, давайте тогда начинать праздновать праздник зимы. Ну что ж, девчули, начинаем праздновать наш праздник зимы. А начнем мы с того, что, наверное, маму отправим готовить грандиозный ужин. Я не знаю, почему я так странно говорю, но давайте-ка ее отправим готовить индейку. Ну, наверное, индейку все-таки. Так, грандиозный ужин и обычную. Не из тофу, все-таки. Я традиционалист. А тебя мы отправим украшать наш дом. У нас же теперь есть этот чудный коробка.
так. И, по-моему, будет очень красиво. Сейчас мы посмотрим, что... слушайте, вот у нас украсилось уже. Вы посмотрите, какая красота, красота. Единственное, что мне нравятся вот эти сосули и вот это все. Так что давайте поменяем то, что нам не нравится, а вот на этом... я не знаю, а как они так сделали, что разные у них получилось? Прикольно. А с той стороны то же самое? Да, круто. Мне нравится. Она даже не дошла, да? Это все автоматически произошло. Ну, хорошо. Давайте тогда поменяем. Это у нас получается фундамент. Выбрать фундамент. Давайте светяшечки какие-нибудь возьмем. Так, лучше их отдельно. И вы, главное, ищите, которые мерцающие, иначе они не будут мерцать. И, что у нас? Антревольты, изгородь. Ну вот изгородь нет, точно карнизы. Мне кажется, это карнизы. Давайте на карнизы то же самое повесим. То же самое. Вот это вот у нас. И посмотрим, что у нас будет, что у нас получится. Я надеюсь, я угадала с карнизами. Хотя я не уверена, я не знаю, как это все называется. Только приблизительно. Так, давайте мы вас ускорим, женщина. Я очень смеюсь, как этот венок-то остается на месте, и мимо него проходит. Я вам уже рассказала, как я его сильно люблю? Мне кажется, уже рассказала, но я его так сильно люблю. Он мне так сильно нравится. О, собака зашла, хорошо. А то что ей мерзнуть-то на улице? Чего ей мерзнуть? Так, сейчас мы фундамент как раз поменяемся, да? Поменяется же? Потому что все-таки вот эти вот штуки мне вообще что-то не нравятся. Они как-то немного убого. Почему не поменялось? Я угадала. Вы представляете, я угадал. Я молодец. А вот почему они в обратном порядке, получается, это делают? Странно как-то это. Вам не кажется? В общем, я, кстати, очень долго не знала про эту коробку, реально. Я завидовала тем симерам-строителям, которые могли украсить свой дом вот так вот красиво, и не понимала, как это сделать. И я дурашка, конечно. Честно признаюсь. Так, пока мама готовит, наверное, давайте нарядим нашу елочку, потому что она еще там будет долго наряжать, украсить. Вот, украсить верхушечку. Какую нам вообще? Красно-белую. Давайте белый с золотым. У нас такое желтенькое все. Мне кажется, вот с желтеньким что-то будет хорошо. Я, кстати, вам очень не советую смешивать украшения, то есть типа из одного набора все брать, потому что выходит такой винегретище некрасивый. Но тут не так много вариантов, и, короче, если вы это все перемешиваете, выходит вообще. Вот, поэтому все нужно брать из одного. Вариантица, ты идешь к нам? Да, ты идешь к нам. Они еще так смешно украшают эту елку, если честно. Так, это весело и задорно, а потом надо будет зажечь елку. Испортить нет, портить нам не надо елку, нам надо ее зажечь, чтобы она была красивая. Так, что у нас там, мама? Так, она заработала себе этот... Так, давайте маму пришлем положить гору подарков. Вот. И восхищаться освещением. Пусть она к нам как раз придет после того, как она доготовит. Пока ее дочь тут украшает эту елочку. Так у нас что-то пока ничего не вот. Ну, еще собака пришла. Собака какая хорошая у нас собака. Да что ж я в стенку-то врезаюсь? Она хочет любви и ласки. Так, а вот уже и мама пришла. Сейчас будет подкладывать подарки, а их некуда еще подкладывать, потому что дочь еще не доукрашала. Что-то она очень долго копается, если честно. Надо было, наверное, их вместе отправлять, чтобы они, типа, провели вместе время. Они же могут спеть. Петь вместе. Вот, давайте пусть они поют вместе. А потом мы, наверное, будем приглашать людей, потому что нужно все-таки устраивать вечеринку. Я попробую через Вот, класс. Через общественные мероприятия, но что-то мне есть такое подозрение крошечное. Из-за того, что мы на общественном участке, мы не сможем это сделать. Но мы попробуем. Попытка не пытка. Так, все они получили навык пения. Я бы, если честно, попробовала все-таки запланировать мероприятие. Запланировать. Есть же какая-нибудь рождественская история?
А маму отправим еще что-нибудь приготовить, потому что, может, не все наши гости... А вот ей бы убрать вот это еще было бы хорошо, вообще хорошо. Я по поводу того, что вдруг не все гости едят мясо. У нас же теперь есть вегетарианцы. Они всегда были сейчас еще там с непереносимостью лактозы и всем прочим. На самом деле такая жизненная жизнь. Раньше можно было просто что-то приготовить, а сейчас, если вы собираете гостей, нужно обязательно узнать, а ни у кого ли нет аллергии на лактозу, на белок, может быть, у кого-то на рыбу, на то, на все, на пятое, на десятое. В общем, ну, я не издеваюсь, я знаю, что это такое. Пищевая аллергия, это неприятно, но просто это реалии жизни нашей новой, что нужно очень много чего учитывать. Так, вечеринка соков, детский праздник, день рождения, черно-белая, горная, свадьба, жуткая вечеринка, тайное костюмирование. Круто. Званый ужин, вечеринка с танцами, домашние. Мы что, устраивали, типа, вечеринку с танцами? Пикник с жареными сосисками. Праздник кавы. Давайте попробуем. Тайная костюмированная вечеринка, мне кажется, как раз очень хорошо подходит. Так, организатор у нас Зои. Гости у нас... как-то не густо, что-то... Мало с кем общалась, что ли? Так, поехали дальше. Так, бар. Бар, не то. Слушайте, у нас только, оказывается, крутых баров вообще. Какой красивый, мне кажется... это, наверное, с этого, со студенчества. Тоже прикольный. А это вообще где? Это, наверное, в одном из старых городов. Это что-то новенькое. Объятия гнома, это я знаю. Ночной клуб, коктейль-бар. Слушайте, что-то... Мне кажется, мои подозрения немножко оправдываются. Коктейль-бар, резиденция. Нет. Новосельских? Они, оказывается, здесь живут. Что-то я никогда не ходила к ним в гости. Хотя я их знаю достаточно хорошо. Так, сад у замка. Слушайте, какой красивый. Древние развалины. Какой живописный. Слушайте, нет, не получается. А если попробовать домашнюю вечеринку? А какая домашняя вечеринка, если мы на общественном участке? У нас же дом в квартире. Ну, в смысле того, что... Блин. Короче, не получится. У нас не получится. Кого ты тут знаешь? Птичек Тревиса, Бориса и птичек. Отлично. Я считаю, идеальный набор. Давайте посмотрим. Вот, она какую-то Эви. Пригласи, пожалуйста. Мы сейчас создадим нашу вечериночку самостоятельно. Так, закрепить. Значит, где-то здесь. Так, пригласить на участок. Пригласи на участок. И Бориса. Пригласи на свой участок. Отлично. Сейчас она всех обзвонит так просто. Он же тоже хочет есть, но сейчас она всех обзвонит, потом пригласит на званый ужин. А куда ты пошла, моя дорогая? У нас тут все плохо, что ли? Смотрите, как тут все. Ой-ой-ой, у нас, оказывается, тут... Во-первых, практически все разобрали. Во-вторых, то, что не разобрали, то у нас протухло. Оказывается, протухло. Я не знала. Это, конечно, такое себе. Но у нас тут осталось-то совсем чуть-чуть всего. Я тут очень долго просто продавала. Одна всего тарелка, представляете? Так, ну хорошо, она всех позвала. У нас тут все переливается. Слушайте, это же у нас тоже забор считается. Класс. Мне нравится. Мне очень сильно нравится. Так, мамочка у нас тут готовит. Люди подступаются. Так, давайте... А почему ты чашку не убрала? Я хочу, чтобы ты пригласить на грандиозный ужин и взять порцию вместе. Вот. Давайте уберем все-таки стакан. Он меня напрягает, если честно. Но я не могу почему-то его взять и выкинуть. Что за несправедливость в этой жизни? Давайте, заходите, дорогие мои. Давайте праздновать, давайте как-то веселье. Нет. Пошла. Она пока одна, да? Ты уже позвонила колокольчиком-то? Не так нравится, как они звонят? Нет? Женщина, ты куда-то... Она же шла куда-то к нам. И не дошла? Шла и не дошла? Куда-то они пошли. Подождите. Да. Подождите. Я злой человек, мне кажется, да? Открой, пожалуйста, дверку для всех. А то, главное, всех позвала. Видимо, здесь... здесь было открыто, она обошла. Ха-ха-ха. Умный человек.
Так, мама еще готовит. Что? А где ты вообще? А что ты села там, а не на красивом официальном столе? Слушайте, давайте свет включим. Мне так темно просто. Я уже немножечко слепнуть, мне кажется, начала. Давайте врубим везде свет, потому что мы-то тут за коммуналку-то не платим. Что нам стоит? Ничего страшного. А что вы все тут сели? Я не поняла. Так, а где мама? Ага, вот она. Давай, мамуль, доготавливай, потому что у нас вроде как много гостей, которые там вот топчутся. Что-то не хотят заходить. Вы же все у меня в группе? Да. Давайте отменим ей вот это и предложим, чтобы она в группе еще тоже взяла кусочек. Слушайте, так реалистично объедки выглядят. Прям как настоящий этот кусочек индейки с этими. Ну, с овощами, с какими-то. О, вот, теперь все зашли. Ну вот, молодцы, молодцы. Ты съешь еще одну порцию. Ты немножечко лопнешь, конечно. Ну ладно уже. Давай и сходи в туалет, пожалуйста. О, я, кстати, не видела, как он работает. Я его поставила, но не видела, как он работает. Ну, красота. Красота. Это же ламы, да? Или кто это? Ну, классно. Мне нравится. Вообще пейзаж у них такой классный. Смотрите, как красиво. В этом что-то есть, мне кажется. Так, ладно, вернемся к нашим девочкам. Где они у нас тут? Ага, ты пошла прям с тарелкой. Ясно, все с тобой понятно. Так, мама еще... Серьезно, ты еще готовишь? Чего так долго-то, а? Зато все покушали, все зашли, все покушали. Никого ж нет на улице. Все, никого нет на улице. Какой-то мусор есть на улице. Что это такое? Это некрасиво, надо выкинуть. Ну, наконец-то мама доготовила. Ну, просто какое-то колоссальное количество времени прошло. Давайте тоже пригласим на грандиозный ужин. Потому что, ну, вдруг кто-то еще захочет порцию. Так. Угу. Слушайте, ну мне кажется, что в итоге у нас получилась даже неплохая вечериночка, как мне кажется. То есть все там кушают, общаются, более-менее как-то весело. В этом что-то есть, мне кажется. Вот наша традиция соблюдена. Наша Катарина тоже говорит о том, что все прекрасно на самом деле. Но это вообще уже все отлично. А что ты тут делаешь? Собака, что такое? Где? Меня отправили к Зое, а где она? Ага. Зоя, удели внимание, пожалуйста, собаке, а потом будем открывать, короче, подарки, которые мы не положили. Что случилось? Что, моя хорошая собачулина? Ободри ее, пожалуйста. И положи подарки. Нет, не восхищайся этим. Положи гору подарков, пожалуйста. А куда ты идешь? Куда-то в особое место говорить о том, что традиция соблюдена, да? Да, серьезно, она пришла и сказала: эй, соблюдена традиция. Круто, круто. Давай-ка ты пока тогда посудку быстренько помоешь. Пока там Катарина разберется с подарками, подготовит почву для того, чтобы все начали открывать подарки. Я же думаю, мы сможем все открыть подарки. Почему ты стоишь, ничего не делаешь, а? Скажи мне, пожалуйста. Я испугалась, слушайте, за собаку, она в таком положении была, мне вообще самые плохие предположения были. Она все же на себя спит, все хорошо, все нормально. Потому что я не начала немножко волноваться. Она еще похрапывает, хорошая наша собака. Слушайте, какие интересные подарочки, такие красивые. Ну, давайте. Так, открывать с... А почему она только с ней может? Подождите. А почему не со всеми? А куда все делись? Реально, а куда все делись резко? Я не поняла. А куда все пропали? Ну, серьезно, мы же только что поднимались, все были. А куда все исчезли, ребята, вообще? Похищение людей? Ну вот, у нас последний человек ушел, видимо, от нас. Ну ладно, они нас оставили наедине, видимо. Ну, как-то это странно. Я хотела со всеми открыть подарки. Это как-то так весело. Что им подарили? Так, надо же, проигрыватель караоке. Ничего себе! Караоке ей попался. Обалдеть. А ей что? Садовая скульптура. Ну, такое, я считаю, как-то не очень. А еще мы забыли зажечь.
Но зато мы соблюли все традиции. Соблюли. Как-то это... Ну, вроде бы это правильное склонение слова, но звучит как-то так себе. Все, ты уже хочешь спадки, я тебя прекрасно понимаю. И собака хочет внимания. Собака хочет внимания. Сейчас мы уделим внимание собаке. Так, на этой прекрасной и замечательной ноте я хочу произнести речь. Вот так вот. Вот. Я хочу сказать о том, что это был прекрасный, замечательный челлендж, который останется в моем сердечке как прекрасное воспоминание. Но он подошел к концу, потому что мы все отремонтировали. Мы привели в порядок пекарню. Она приносит стабильный, хороший доход. Все прекрасно и замечательно. И вообще у нас все получилось очень быстро. И я бесконечно этому рада. Но как бы все, мы все условия выполнили. Точнее, я выполнила. А вы меня поддержали в этом деле, потому что вам тоже очень сильно понравился этот челлендж, что это было такое совмещение двух, это дом в наследство и пекарня отдельно. Получился, мне кажется, очень неплохой один челлендж вместо двух. Вот. В общем, я была рада, счастлива быть с этим челленджем, но нас ждут новые, поэтому подписывайтесь, ставьте лайк и не пропускайте новые постройки и челленджи. До новых серий, встреч и видео. Пока-пока.